А всем здорово, друзья, с вами как обычно Цимус. Посмотрите, собрал топ-25 мощных петард. Также взял вот такие некоторые ракеты. И сегодня будем тестировать их подо льдом, на льду. И в общем все связано с этой тематикой. Видите, вот такой пруд. Здесь лед абсолютно разной толщины. В одном месте даже сантиметров 25. По петардам такой внушительный достаточно топ. Смотрите, есть вот такая JFP 3000 Кипиш, Атас, Кобра, Шухер. Также вот такой Гладиатор, ребята. Тартуга 6. Вот такая акула. У нее должна быть какая-то синяя вспышка. Вот сегодня это тоже проверим. Ее будем на льду чисто тестить, смотреть именно вспышку. Также Звездец у нас присутствует, Кирдык, вот такой красный бульдог, Оникс, Питон. Ребята, Смерч 10 просили вот в комментариях Смерч 10 кто-то протестировать. Вот специально ради тебя взял, братиш. Также вот такой Дум 30-ка, Бульдог черный, Блэк Мамба, ребята. Также вот такая петарда Гипер. Ну, она как бы с Ониксом похожа, но все же это разные немного петарды. Вот такой вот Кинг Конг и, ребята, Демон. Вот это очень мощные, ребята, все петарды здесь я собрал. Также вот такая ракетка, 6 эффектов. По идее, она должна быть с хлопком. Посмотрим, сможет ли она что-то сделать льду. Ну и также вот такая сверхмощная тоже ракетосина. Я такую на Новый год тестил. И перед просмотром напомню, что все действия в ролике выполнены профессионалом. Я и моя команда соблюдает все техники безопасности. Так что ни в коем случае не повторяйте увиденное. И я начинаю тест. А начнем мы вот с таких петард. P3000. Это как бы как по 2000, только слегка помощнее будет. И сравним ее против вот такого Шухера. Смотрите, вот где прозрачный лед, там он очень толстый. А вот где снег лежит, да, здесь тоже как бы ледок. Видите, он просто под снегом. И он слегка потоньше. P3000 там... Был такой фонтанчик ледяной. Глянем, что там внутри. Да смотри, она нормально так лед подкромсала. Вот они кусочки. А что тут? Тут непонятность происходит какая-то. Так, сейчас вот такой желтый Шухер. Да, ребят, не путайте, будет сегодня два Шухера. Вот такой желтый. Они как бы от одной фирмы, просто разное производство. И вот такой Шухер. Но мы начнем вот с такого желтого. Посмотрим, мощнее ли будет P3000. Новую дырку сделали, чтобы для более наглядного теста. Посмотрим, мощнее ли P3000 будет. Он прям подо льдом, ребята, был. Будто послабее P3000 он. Да, он более эффектно так бахнул. Тут такой дым интересный. Думаю, эту дырочку можно дальше разрабатывать. Ну а дальше у нас будет вот такая петарда. Кипиш на 1Г. И вот такой вот Атас, он уже на двушку. То есть он в 2 раза мощнее будет. Давайте начнем по классике с Кипиша. Посмотрим, что там. Кипиш, ребята, внутрь не ушел, будет гром. Было громко, ребята. Ладно, давай сейчас Атас посмотрим, какой у него будет эффект. Атас, пацаны. Вот это было эффектно, это было именно подо льдом. Ёпарасатин, друзья. Тут прям очень объемистая получилась, даже не лунка, я не знаю, прорубь целая получилась. Друзья, гляньте, как разработалась от Атаса. Ёпарасота, друзья. Немного в другое место переместился. Смотрите, здесь есть вот такой лед. Короче, лужица такая, так скажем. И вот эта ракетка сейчас под него будет залетать. Называется 6 эффектов. Короче, как вы видели, далеко она не улетела. Звук был очень басовый, но льду по барабану. Друзья, у нас уже начинаются нешуточные мощности. Вот такая вот петарда Шухер. Давайте ее сравним против вот такой вот Кобры. Они, по сути, на одном заводе делаются. Только у них разные названия. Давай начнем, короче, с Кобры. И на том же льде, где ракета была, протестим Коброчку. Друзья, Кобра. Да ну нафиг. Ошалеть. Вот это он треснул. Дим, я же говорил, давай оставим под ракетку чисто. Да, ракетка, мне кажется, там интереснее будет. Ну, ракетка, там эффекта совсем не будет. Ребята, вот это да, чисто лайк. Гляньте, что с ним тут произошло. Да ну нафиг. Вот это лед. Такой объемистый был. Блин, везде бы такие лужицы были, чтобы нормально потестить. Ну а сейчас получается петарда Шухер. Уже пойдем ее на большой лед тестировать, на большую воду, так скажем. Но вот это, конечно, было эпично. Надеюсь, со второй камеры круто записалось. На большой воде продолжится, как я понимаю, разработка вот этой проруби уже, а не дырочки. А, дырка бурлит, кстати, ребята. Там, кажется, кто-то есть. Прям подо льдом, ребят, Шухер. Бахнул не подо льдом. Кобра будто, кстати, мощнее была. Подожди, так он практически ничего. Вот этот кусок черноты, да, он, получается, сделал, правильно? А Дима говорит, он вон там был. Так, друзья, идем дальше. Да, бурление тут капитальное. Зеленое, да, тина, это болото какое-то. Сейчас вот такой вот гладиатор.
И вот такая вот петарда Тартуга 6. Посмотрим, что будет мощнее. Начнем с гладиатора. Ехали. Друзья, гладиатор. Неплохо. Гладиатор уже был мощный. Мне кажется, Тартуга будет 6-я помощнее. Вот чисто по ощущениям. Друзья, это можно дырочкой назвать? Колодец уже целый. Ёпа, красота. А, кстати, смотри. Остатки, кажется, гладиатора. Вот. Давайте сейчас вот такую Тартугу 6 продолжим разработки. Ой, правду говорю. Ребята, Тартуга 6 видели, да? Вот это да, она хоть чуть побольше, она гладиатора была, но видели зато у нее какой эффект. Вы гляньте, что тут произошло, ё-моё, от гладиатора. Но Тартуга была мощнее. Капец тут запашок, да? Да, последняя Тартуга. В смысле? Она бахнула, ты не видел? А посмотрим, как выживет ли в этой болотной водичке вот такая петарда под названием Акула. Помните, в начале ролика говорил, что у нее есть какой-то эффект, должна быть синяя вспышка. Давайте попробуем сверху на льде просто как на земле протестить и посмотреть на вспышульку, будет ли она синяя. Акула в болоте, это что-то новенькое. Фитиль такой максимально странный у нее. Синяя вспышка будет, не будет? Было громко, даже эхом немного отдалось. Но вспышки синей я не видел. Так, что тут со льдом? Была, Дим, синяя вспышка? Такой туголек отлетел просто. Синий хотя бы. Вот, смотри, что он сделал. Немного так подкоптил, и вот она, белая. Так лед треснул, белоснежно. А так, в принципе, дальше без изменений каких-либо. Да, видишь, он раскрошился. Друзья, идем дальше. Сейчас вот такая петарда звездец, а потом уже, думаю, будем запускать вот эту здоровую ракету. Ну, про звездец, я думаю, в комментариях он не нуждается. Мощнее гладиатора, по идее, должен быть. Вот сейчас и проверим. Разработку дырки той же продолжим. Подлет не пошла. Мощнее акулы явно было. Ты почувствовал волну? Я лично почувствовал, ребята. У меня еще от акулы немного звенело. А здесь опять пахнет. Ребята, прожмите лайкос Димы и подпишитесь на его группу Пиротехника РФ. Ссылку в закрепленном комментарии оставлю. Капец. Он вот этой жидкостью моется. Слушай, там уже между льдом и дном мало места, давай новую дырочку сделаем. Ну давай, короче, новую сейчас проделаем. Разрабатывать опять с нуля придется. Друзья, гляньте, мы уже на финишной прямой. Идем к тесту вот такого вот бульдога. Интересно, сработает ли он вообще, когда будет в воде. Сравним его против вот такого кирдыка. Ну, кирдык, вы сами знаете, что это. Это кирдык полноценный. Короче, давай начнем с красного бульдога и потом уже кирдыка. Друзья, красный бульдог. Короче, я там новую сам сделал рядышком. Слабовато было. Но все равно он прям под снегом, подо льдом был. Немного раскидал. Так, идем дальше. Сейчас петарда кирдык. И кирдык, наверное, вот в самый толстый лед сейчас попробуем. Посмотрим, что вообще произойдет. Мне кажется, он просто всплывет и сверху жахнет, и никакого эффекта не будет. Друзья, всплыл. Вот непонятно, кстати, фитиль сработал. Мне кажется ли очень какой-то громкий звук? Но это было очень мощно. Это громко, как-то лед будто звук усиливает. Такое ощущение есть. Смотри, вот она, трещина пошла. Вот пошла трещина. Друзья, погнали дальше. Сейчас вот такой вот оникс. Протестим его, как и красного. И потом вот такая вот петардочка змеиная. Называется питон. Ребята, очень мощная. Вот как ее тестить, я уж не знаю. А вот оникс мы затестим так же, как красного бульдога. Посмотрим, мощнее ли он будет его или нет. Оникс запущен. Главное, чтобы сработал. Дымит еще. Мощнее красного было. No bait, no bait. Посмотрим, что там случилось. Получается, здесь новое было отверстие под него. И вот такую лунку сделал. Неплохо. Но тут уже вот все смешивается, непонятно. Ну да, сантиметров где-то 20-30 в диаметре получилось. Друзья, сейчас питон. Очень интересным способом буду его тестировать. Попробуем вот в ту лунку, да. Только именно он у нас уже подо льдом будет срабатывать. Постараемся это реализовать. Погнали. Друзья, не получилось ее туда в глубину.
Но все равно, это было не совсем сверху. Смотри, как тут треснуло все. Сейчас его уже немножко пошире стало, сейчас должно быть нормально. Да? Там в глубине, короче, под водой дырка шире, чем палка была сама. Правильно я понял? Там в самом конце льда, там вот такая дырочка где-то, и вместе с петардой палка не пролезла. Она уперлась, сейчас палка прошла, петарда двигалась. Ребят, ну здесь просто красотища вот такая. Трещины такие массивные. Жаль, конечно, темно. Друзья, мы уже на финишной прямой. Ракету так я и не знаю, куда пока что ее определить. Но давайте сейчас вот такую петарду по заявкам зрителей. Смерч 10. Смерч 10 запущен. Вот это было подо льдом. Я не знаю, передала ли эта камера. Смотри, вот здесь трещина. Вот эта надежда уже есть, что будут дальше под лед они также уходить. Друзья, сейчас самый мощный экземпляр у нас начинается. Вот такой Думбум 30. Он, кстати, есть у Димы в группе. Там его можно заказать. В общем, ссылку на группу Димы оставлю в закрепленном комменте. Пиротехника РФ. Наверное, так же, да? И под лед, друзья. Вот он будет, мне кажется, Смерча 10 мощнее в раз в 10. Ну, не в 10, в раза 3 точно. Думбум 30 там. Это было прям подо льдом. Ребята, я уже вижу, что там. Ошалеть. Лайк, репост и подписка на канал. Прям тут забурлила, вон трещина пошла. Ребята, я не ожидал, что когда-нибудь получится такой тест. А гляньте, что здесь. Лед-то, помните, был какой толщины? Ошалеть. Смотри, вон вода пошла. Кислорода прям не хватало, видно, этому месту. Тут вода капец запревшая. Ребята, коктейльчик вот такой болотный получился. Мощнее смерча в раз 10, да, реально получается. Здесь просто вот такая огромнейшая трещина. Ну, просто офигеть. Но лед здесь, там, говорю, под низом воды практически нету. Глубина где-то вот такая всего. Это просто даже снег натаявший, на самом деле, а не лед. Фух, ошалеть. Лед, да, он очень толстый. Вот это прорубь. Это заглушка от 30-ки. Начинаются, ребята, финальные тесты. Ну и перед ними вот эту ракету в ту прорубь я сейчас и запущу. Вниз головкой. Ну вот что-то немного тут сбаламутило. Смотри, сероводород как подняло. Искр никаких не было, да? Шипения я, кстати, не слышал этой тяги реактивной. Друзья, у нас уже стемнело. Поэтому настало время черного бульдога. Установили прожектор. И будем разрабатывать те дырки дальше. Посмотрим, что он сделает со льдом. Видите, вот такой поводок у бульдога. Тоже выгуливаем его. Посмотрим, как выгуляется он. Походу нет, затух. Короче, сорвался с поводка. К сожалению, не сработал. Походу в землю там воткнулся. Ладно, и это еще не конец стопа. У нас еще много экземпляров. Друзья, не отчаиваемся. Ведь сейчас вот такое петарда гипер. Посмотрим. Мне кажется, должна быть тоже мощно довольно-таки. Хорошо зашла. Главное, чтобы сработал. 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 Четко. Вот это ледяное шоу, ребята. Вот это хоккей. Смотри, он что-то там поднял. Древнее зло какое-то со дна. Я аж испугался, да. Это какое-то бревно уже окаменевшее в уголь превратившееся. Ёпарасота. Вот это да. Там прожектор не заэтовал. Ребята, оникс так оникс. Жаль, черный, конечно, не сработал. Но это еще не финал топа. Вот она, кстати, трещина, смотрите. Вот так, вот так, вот так, туда аж прошла, промокло все. Друзья, все, финальная часть, момент истины. Петарда Black Mamba под самым большим льдом. Вот эта земля дрогнула. Вот это эффектная смузи. Ёпарса, подожди, вот сюда уже подходить? Да. Все, не вариант. Он тут прям, смотри, раскрошился каким образом. Ну, а сколько? Ребята, это просто какая-то ледяная пустошь с таким дымом. Ошалеть. Однозначно лайкос и подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также делитесь видосом с другом, ведь вместе смотреть и обсуждать гораздо интереснее. Друзья, а сейчас петарда Кинг-Конг. Главное, чтобы сработал, ёпарастин. Непонятно. Походу не сработает. Не захотел, к сожалению. Друзья, финальный аккорд. Демон. Короче, без палочки-выручалочки его будем запускать. Просто посреди проруби, думаю, его жахнуть.
Потому что когда с палочка, он там в землю упирается, и фитиль из-за этого не срабатывает. Ну, посмотрим. Ну, наверное, громко будет, но не так эффектно. Но посмотрим, я даже предположить не могу. Кстати, когда мы уже закончили съемки и собирались домой, так просто уйти нам не удалось. Кому интересно, я уже выставил все подробности в своем телеграм-канале. Ссылка в закрепленном комменте. Обязательно зайдите и подпишитесь. Демон. Ребята, жаль, вторая камера села. Все, он весь лед оттуда выкинул. Звук максимально глухой был, да? Но, ребята, офигеть. Сырные головки вот такие повылетали оттуда. Просто вот вы представьте, какая мощь была. Что ж, друзья, вот такой вот ролик получился. Я думал, он не получится таким эпичным, но мы все сделали как надо. Поддержите за старание лайкосом, потому что долго эти петарды собирали, по темноте уже снимали. Ребят, также делитесь видео с другом, вместе смотреть, обсуждать гораздо интереснее. Пишите в комментариях, что улучшить. Если ролик не понравился, можете дизлайк даже поставить. Я за это вас обсуждать не буду. Выбор всегда за вами, друзья. Ну а с вами был, как обычно, Цимус. Все ссылки найдете в описании. Также на группу Димы тоже там ссылки найдете. В общем-то, как-то так. Всем спасибо за просмотр. Обязательно также подписывайтесь на канал, чтобы новые видосы с этой петардой и не только не пропустить. Также взял вот такие некоторые ракеты и... Давай по новой, Миша. Поставь паузу. Перезапусти. Нахожусь я вот на вот таком болоте, ребята. Здесь просто как лед. Я хочу сказать-то про этот лед. Видите, вот такой пруд, там воды вообще нету, один чисто лед простывший. Ладно, все, поставь паузу. Вроде что-то было.